Друзья, я уже, наверное, совершенно надоел вам с этими автобусами, но тут случай особый. Потому что Стамбул — это не только город невероятных гармошек-метробусов, но еще и город двухэтажных городских машин. Вот о том, как они устроены, я вам сегодня и расскажу. И не просто расскажу, а расскажу на примере уникального двухэтажника-кабриолета. Погнали! Друзья, всем привет! Вы снова на канале Trax TV. Мы продолжаем вещать с выставки Bus World 2022, которая проходит в Турции, в Стамбуле. И сегодня я вам поведаю об еще одном представителе турецкого автопрома, о производителе автобусов компании Gülerius. Этот производитель не шибко распространен и не шибко известен в России, только специалисты знают об этой автобусной компании. Тем не менее, это один из старейших производителей автобусов в Турции. Компания была образована еще в 1967 году. Начинали еще с автобусов с деревянными каркасами, а сейчас вы посмотрите на этого красавца. Снаружи как бы ничего примечательного, но автобус и автобус. Подумаешь, двухэтажный и без крыши. Но на самом деле он выполнен действительно очень качественно, базируется на немецких агрегатах. И давайте подробнее рассмотрим, что же это за машина. Погнали! Да, конечно, с точки зрения дизайна производителям... Нет, не мешайте. Ну, что касается дизайна, то, конечно, здесь пока за последние лет 10-15 пока еще ни один из производителей не придумал что-то аховое из ряда вон выходящее, которое действительно, можно было сказать, прорывом в дизайне автобусов. Что здесь у нас есть? Это галогеновый ближний и дальний свет, противотуманки, ходовые огни, поворотники. В общем, ничего примечательного. Используется цельное лобовое стекло, маршрутный указатель, распашные дворники и, конечно же, изогнутое верхнее лобовое стекло для пассажиров второго этажа. Обычные зеркала, здесь не стали мудрить и вкорячивать камеры с мониторами, висящими внутри салона на стойках. Хотя там стоит городская машина, там, конечно, есть камеры, но это электробус, и он скорее пока для выставки. А вот эта машина, она вполне серийная, она рабочая, ее можно купить и на ней ездить. Более того, я скажу, что компания Gülerius 70% продукции экспортирует в страны Европы, и лишь 30% автобусов остаются на внутреннем рынке. Ну, ладно, хватит разглагольствовать, давайте быстренько пробежимся по технической части. Она здесь действительно очень интересная. Габаритная высота автобуса целых 4 метра. При этом у нас низкопольное исполнение, потому что машина предназначена, конечно же, для эксплуатации по городу. Поэтому передняя ось здесь ZF и передняя подвеска здесь независимые для того, чтобы сохранить низкую высоту пола. Естественно, подвеска здесь пневматическая, само собой дисковые тормозные механизмы по всей машине, но это абсолютно современный автобус, и поэтому он нафарширован всеми всевозможными и обязательными, кстати, в Европе огромный перечень обязательных систем пассивной и активной безопасности, которые должны быть в автобусе, поэтому АБС, АСР, системы стабилизации, все здесь само собой имеется. И задний мост здесь так же, как и передняя ось производства фирмы ZF, на 4 подушках. Мост здесь портальный, естественно, здесь также сохранен низкий уровень пола. А вот дальше у нас идет самое интересное. Коробка передач здесь ZF, автоматическая, 6-ступенчатая, а вот мотор здесь Mercedes. Ну а прежде чем я вам расскажу про двигатель, конечно же, пару слов о корме. Ну, она здесь монументальная, и мы здесь видим огромное количество вентиляционных решеток, прорезей, потому что он здесь, ладно, не буду томить, как скомпонован здесь моторный отсек. Ну, во-первых, здесь мы видим двигатель Mercedes рядный, 6-цилиндровый, объемом 7,7 литра, мощностью около 350 лошадиных сил. Как уже говорил, он сагрегатирован с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. И двигатель, как вы видите, смещен в левую часть кормы автобуса. Еще какие технические решения здесь можно ответить? С правой стороны у нас располагается блок экологии, то есть у нас там катализатор, сажевые фильтры,
фильтр, потому что автобус отвечает экологическим нормам Евро-6. Вообще, в целом могу сказать, что автобус выполнен как сварена фирма. Все это сделано очень и очень качественно, на очень добротном уровне. И вот именно поэтому, в первую очередь, меня, наверное, и зацепила эта машина, этот производитель, потому что я первый раз делаю обзор на автобус этой фирмы. И здесь, помимо всего прочего, естественно, есть системы пожаротушения автоматические. И вот как здесь реализован, например, привод вентилятора системы охлаждения двигателя. Он здесь гидравлический, то есть не ремнем, не карданом, не электрический, а именно гидравлический насос с муфтой, который включается, если двигатель перегревается. Что касается охлаждения. Двигатель, как вы поняли, охлаждается радиатором, который расположен с правой стороны по ходу движения, а вот выше люк, я, к сожалению, не буду открывать, здесь находятся радиаторы системы кондиционирования. Отпускать люк не буду, потому что потом до него не допрыгнуть, чтобы его закрыть. Вот такой недостаток такой компоновки имеется. Соответственно, вот вентиляторы. Ну, хотя давайте я вам с той стороны сейчас покажу. Собственно, вот этот люк. И здесь мы видим расширительный бачок системы охлаждения двигателя. А дальше у нас идут радиаторы, дальше идут все навороты для кондиционера. Система кондиционирования, как вы понимаете, здесь на втором этаже сдвижная крыша, верхняя погрузка, да? Там систем кондиционирования нет. Кондиционирование имеется только на первом этаже, на low deck, как говорится. Короче, все, хватит болтать по технической части. Здесь все плюс-минус понятно. Теперь интересно, как устроен салон двухэтажного автобуса Гюлерюс. Кстати, двухэтажные городские автобусы на территории бывшего СССР распространения не получили и по-прежнему остаются диковинкой. Ну а экскурсионные машины в некоторых городах или вот такой уникальный настоящий британский даблдекер Бристоль Ладека, который мы снимали в свое время, конечно же, в расчет не берем. Но, тем не менее, нередко встречаются и до сих пор работают двухэтажные туристические машины, которые завозились в свое время из-за границы. Например, на Авто.ру я нашел редчайшего четырехосного немецкого мастодонта Неоплан Мегалайнер, который выставлен на продажу в белорусском Гомеле. В общем, ссылочку на этот и другие автобусы на Авто.ру я оставляю в описании, а мы тем временем снова переносимся на выставку Bus World в Стамбул и продолжаем знакомиться с двухэтажником Гюлерюс. Само собой, здесь есть система книлинг, которая позволяет автобусу, подъезжая к остановке, приседать на правый борт, широкий дверной проем, двери, слайдеры и, конечно же, пандус для маломобильных граждан. И вот каждый автобус здесь, я захожу, в каждом автобусе каждой турецкой фирмы безупречное, безукоризненнейшее качество исполнения вот этого пандуса. Может быть, там одна какая-то фирма делает, но настолько крутая подгонка, настолько четко, настолько это все круто работает. Поднимаешь ручку, поднимаешь пандус, ну вот просто фантастически круто сделано. Вот прям восхищаюсь, поражен. Что касается компоновки салона, здесь она довольно стандартная. Ну, в принципе, а что здесь можно было ожидать? Кресла к потолку привинчены? Конечно же, нет. Кстати, по поводу потолка, высота здесь, как я понимаю, у меня 1,87 м рост. Ну, наверное, где-то 1,83 м, 1,82 м высота потолка. При этом высота здесь достаточная. Я думаю, что здесь будет гораздо ниже потолок, потому что все-таки машина упирается в верхний 4-метровый габарит, который по правилам дорожного движения, по закону допустим. И, как правило, приходится немножко жертвовать, и во многих двухэтажных автобусах вот так вот прямо на первом этаже приходится идти. Здесь нет, я практически выпрямляюсь в полный рост. В задней части у нас идет лестница на второй этаж. Естественно, накопительная площадка, есть стропантенны, есть USB розетки. Естественно, у нас система кондиционирования имеется. Снизу расположены конвекторы. Здесь расположены с правой стороны, в задней части расположены конвекторы. Ну а на втором этаже, кстати, тоже есть, по-моему, конвектор. Давайте-ка посмотрим, что там, а потом уже переместимся на рабочее место водителя.
Кстати, подниматься на второй этаж достаточно удобно. Здесь классные поручни, широкий проход, наклон лестницы небольшой. То есть поднимаешься, ну, как по обычной лестнице. Никаких затруднений это не вызывает. И да, я сейчас смотрю, конечно же, здесь нет никаких конвекторов. Я не знаю, с чего предположил, потому что, ну, все-таки открытый автобус. Здесь на втором этаже нет стекол. Здесь только сдвижная крыша. И что интересно, эта сдвижная крыша практически как на полуприцепах, ну, на грузовиках с верхней погрузкой, когда тент у нас сдвигается при помощи роликов, вот по таким направляющим. В общем, практически то же самое, как на грузовике. Что касается количества посадочных мест, здесь их по автобусу 72 и плюс 8 стоячих пассажиров. И, кстати, здесь очень грамотно сделано крепление кресел. Они здесь стоят не просто какие-то ножки в пол прикрученные, нет, здесь кронштейн специально изогнутый, который крепится к боковине кузова. И сделано это для того, чтобы можно было быстро и удобно помыть пол в автобусе. Причем здесь стык сделан не просто вот угол 90 градусов, линолеум имеется в виду, а завернут наверх, и стык находится чуть выше пола. То есть здесь тупо можно из шланга все это помыть, чтобы в какие-то щели не затекало, не забивался туда мусор, не забивалась туда грязь. В общем, с точки зрения продуманности, с точки зрения того, как это сделано, этот автобус меня действительно в хорошем смысле очень и очень удивил. Кстати, здесь закрывается дверка, то есть во время движения, чтобы никто, не дай бог, на ходу не упал, собственно, на лестницу. Здесь имеется вот такая дверка, она закрывается. Кроме того, здесь есть вот такой навес, вот такая крыша, которая позволяет не попадать дождю на лестницу. Ну и плюс порожек здесь сделан чуть выше, чтобы если здесь, например, вода идет, дождь, крыша не закрыта, чтобы вода не затекала на нижнюю палубу. Ну, а что касается безопасности в целом, то здесь на каждом кресле имеются ремни безопасности. Вот этот синий поручень, который идет на уровне головы пассажиров, на уровне плеча пассажира, для того, чтобы, ну, не дай бог, кто-то там не вылетел. Ну, всякое бывает. Итак, что касается рабочего места водителя, то, друзья, здесь прям мерседесовский руль, мерседесовская концепция, вся приборная доска, вся вот эта панель, она двигается и регулируется вместе с рулевой колонкой, как я понимаю. Если не ошибаюсь, да, действительно так оно и есть. Здесь сосредоточены клавиши управления освещением, управление системой Книлинг, которая позволяет, как я уже рассказывал, приседать в сторону остановки для облегчения посадки и высадки пассажиров. Ниже у нас имеется блок управления, клавиши управления режиме работы трансмиссии шестиступенчатой автоматической коробки передач ZF. Клавиши открывания дверей тоже на мерседесовский манер выполнены, красненькие, прозрачные. И далее, конечно же, у нас идет приборная доска. И здесь она полностью цифровая, то есть вместо обычных аналоговых стрелочных приборов здесь дисплей цветной. Кстати, очень неплохо сделана графика, очень грамотно с точки зрения эргономики, быстроты восприятия и считывания информации, то есть разметка, оцифровка, все сделано очень четко. Хотя, единственное, здесь можно придраться, например, датчики пневмосистемы, давление в контурах пневмосистемы мелковаты, все-таки хотелось бы их покрупнее. Управление климатом, управление прожигом сажевого фильтра, ну и сдвижная, собственно, форточка и, конечно же, изображение с кучей камер, которые расположены по всему автобусу, потому что, ну, во-первых, на втором этаже ничегошеньки не видно водителю, а контролировать надо, учитывая, что там все открыто, там нет крыши, нет стекол, ну, мало ли какие пассажиры бывают. Ну и, в общем, как-то, друзья, такой краткий блиц-обзор турецкого автобуса Гюлей-Рюс, я думаю, мы считаем завершенным. Побежал я снимать следующие автобусы, времени в обрез. Мне, еще раз скажу, эта машина очень понравилась. Очень понравилось, как это собрано, очень понравилось качество. И в целом, да, было бы очень прикольно такую машину затестить и покатать. На этом все. Традиционно, друзья, дизлайк, отписка. А пока всем пока.